Как арендовать квартиру в Малаге? Это самый частый вопрос, который мне задают, и в этом видео я обязательно на него отвечу. Но сегодня мы собрались по другому поводу. 31 января исполнился 1 год моему каналу, когда я выпустила самое первое видео. И сегодня я хочу с вами пообщаться, ответить на самые частые вопросы об Испании, рассказать о моих планах, немного о закулисье Ютуба. Ну что, не будем откладывать, поехали! С чего все началось? Когда я переехала в новую страну, это я как бы начала жизнь с нуля, потому что тут нет ни знакомых, ни родных, мое образование не признано, как будто я даже школу не окончила. И хоть я переезжала к будущему мужу, но прошла также все стадии иммиграции, как и все переезжающие. И, наверное, это повлияло на то, что я начала вести свой блог об Испании в Инстаграме, и я начала писать об Испании. Я поняла, что очень многие не знают хорошо Испанию, и в голове сидят стереотипы. Мне хотелось делиться этой информацией, так же, как я не люблю сидеть на месте, я очень люблю путешествовать, поэтому я начала показывать такие нетуристические места, деревни, города, красивые пейзажи, где многие туристы не были. Но даже многие мои испанцы-знакомые там тоже не были. Я сама нахожу эти места, в некоторых местах мой муж тоже бывает со мной первый раз. И на тот момент, 3,5 года назад, было очень мало блогов о Малаге, и я мало видела информации о каких-то таких неизвестных красивых местах. Сейчас их, конечно, уже очень много, многое поменялось, много людей переезжает, также пишут, делятся своими мнениями, но в какой-то момент мне Инстаграма, похоже, стало мало, и я решила создать свой YouTube-канал. И вот год назад я его создала. Я поняла, что YouTube позволяет делиться намного больше информацией, показывать места со всех сторон, а не всего лишь какой-то небольшой постик в Instagram и одна фотка, ну, может, даже несколько фоток. Это совсем не передать, как если бы показать какое-то видео. И мне это безумно нравится. Мой канал еще совсем малютка, но я очень благодарна всем вам, кто меня смотрит, на меня подписан, ставит лайки, пишет комментарии. Комментарии вообще безумно важны здесь на ютубе, если вы не знали, потому что они ему показывают то, что это видео людям интересно, и он начинает его продвигать и показывать еще большему количеству зрителей, чтобы больше людей знало об Испании. Я, конечно же, показываю в своих видео об Испании, о Малаге с любовью, но также стараюсь показывать и отрицательные стороны, которые есть вообще в любой стране. Испания, как она есть, потому что тут тоже хватает своих проблем. И на будущее у меня такие планы. В планах я буду продолжать мою новую рубрику «Наши в Испании». Мне очень понравился ваш отклик, она показалась интересным. То, что я провожу интервью с русскоязычными жителями, которые тут живут все разное время и показывают свое мнение на города побережья Коста-дель-Соль, рассказывают о различных моментах и плюсах, и минусах, и всем это интересно. Я безумно рада. Уже буквально в ближайшие выпуски выйдет новый ролик о Тормалиносе, также входящий в эту рубрику. Также буду вам показывать нетуристическую Испанию, и хотелось бы узнать ваше мнение, потому что я заметила то, что когда я делаю ролики о путешествиях, они набирают мало просмотров. Я готова к конструктивной критике, напишите, может быть, что-то мне можно улучшить, чтобы вы смотрели. Буду очень рада вашим отзывам. Также вам буду показывать разницу менталитетов русских и испанцев. Хочу рассказать об испанской кухне, потому что бывает, люди пишут то, что вот в испанской кухне ничего нет вкусного, все жирное, везде хлеб, не знаю вообще, что выбрать, не знаю, что найти, во всех ресторанах все такое простое, не знаю, куда пойти. Как я вам скажу, нужно знать места и нужно знать, что выбирать. Потому что многие переезжающие, особенно те, кто не знает испанский, ну, даже тут можно знать испанский, но не знать испанских блюд и испанской культуры. И нужно знать, что заказывать и где. Я этим обязательно поделюсь. Также в ближайшее время я хочу подготовить выпуск о как подтвердить образование в Испании. Вот я уже подтвердила школьное образование, мое университетское образование в процессе. Хочу рассказать вам, какие необходимы для этого документы, какие этапы, как это происходит в Малаге. За все города Испании, конечно же, я не могу сказать, но в целом процедура очень похожая. Надеюсь, мой блог помогает тем, кто переезжает в Испанию, а также тем, кому просто интересна Испания и испанцы, а также красивые места. Но хочу заметить, я не агентство, которое занимается переездом
русскоязычных жителей в Испанию. Я не владею этими знаниями, я не юрист. Я не могу вам ответить на вопросы, какую вам лучше визу подобрать. Я знаю, в общем, конечно, эти все вопросы, но я не могу конкретно ни на какие из них отвечать. То есть я не специалист по переезду. Я всегда делюсь своим опытом, своими знаниями, как я тут адаптировалась. Конечно же, я знаю очень многое про Малагу, но в части юридических вопросов я вам не помогу. Для этого существуют специальные организации и обученные люди. Но и вдруг, если вы переехали, и вам нужна просто помощь как переводчика пойти в какую-то службу, в банк или еще куда, то я, в принципе, могу оказать такую услугу, когда я свободна. Потому что у меня, конечно же, есть своя основная работа, и YouTube для меня — это хобби. Да, оно мне очень нравится, но оно отнимает очень много времени. И, в принципе, я считаю, неоплачиваемая. Это неоплачиваемая работа, это просто мой энтузиазм. Да, мне нравится делиться информацией, мне нравится рассказывать об Испании, но это мое личное время. Ну а перед тем, как перейти к вашим самым задаваемым вопросам, хочу отметить, мне очень часто пишут в личку, в комментариях, задают вопросы об Испании, о Малаге, как тут адаптироваться, и много разных интересных вопросов, на некоторые которые ответить это дело не 5 минут, бывает нужно поискать информацию. Я, конечно же, с удовольствием отвечаю вам, но если это 1-2 вопроса. Но если это вы хотите очень большое количество информации, то, пожалуйста, тогда просите у меня консультацию. Просто это мое личное время, я одна, вас много, у меня просто его нет. Надеюсь, вы меня поймете. Ну а теперь перейдем к вопросам. Как я и говорила в самом начале ролика, самый частый вопрос — это как арендовать квартиру в Малаге. Для этого существует как минимум 4 сайта, может быть их и больше. И самый из них популярный — это idealista.com. В него заходите, выбираете, какое количество комнат вас интересует, какой район, и по стоимости уже отбираете. Также использует сайт fotocasa.es, еще есть сайт такой milanuncios.com, он похож типа Авито, там люди оставляют свои объявления, это как бы сайт объявлений, там бывают и продажи, там не только квартиры, там разные объявления. Еще есть сайт spotahome.com, но самые популярные первые два, которые я вам сказала, это Idealista и Fotocasa. Естественно, на этих сайтах вы сможете узнать примерную стоимость по районам Малаги, как меня тоже спрашивают, и сами определить. То есть, потому что там стоимость вообще варьируется от каждого района, от количества комнат. В чем еще особенность испанских квартир, что зал, он не считается за комнату. Зал это отдельно, зал и кухня это отдельно. И все считается только спальные места. То есть, если написано 2 комнаты в квартире, это по-русски, по-нашему, это 3-комнатная квартира. Если 3 комнаты, то это уже 4-комнатная. Но не обольщайтесь, очень часто, особенно в старых домах, эти комнаты небольшие. Самая большая комната – это зал. А спальные места, они предназначены обычно для сна. То есть обычно помещается кровать, шкаф, ну то есть там это небольшие комнаты. Есть, конечно, разная планировка, но в целом обычно так, то что самая большая комната – это зал. Даже кухня бывает очень маленькая. И еще меня спрашивают, а могу ли я помочь с арендой квартиры? Еще раз отвечаю, то есть я не риэлтор, но если вы хотите, к примеру, купить квартиру, у меня есть знакомые, это я могу дать контакт и вас свести. По аренде заходите на эти сайты и ищите. Они проверены, все ими пользуются. И из этих первых вопросов вытекает следующий. Какие самые неблагоприятные районы в Малаге, вообще где селиться, где жить? Что я скажу? Где жить, это вообще на ваше усмотрение. Кому что нравится. Кому-то рядом с морем, кому-то рядом с горами, кому-то подальше от центра, кому-то в центре. Но где я не советую жить, это районы Пальма-Пальмия. Это самый ужасный район. Он цыганский. Там даже бывают иногда перестрелки. Не могу сказать, что это часто, нет. Но это цыгане. Они выясняют отношения между друг другом. То есть у них там своя мафия. Лучше там вообще не гулять. Также не советую арендовать квартиру в Крус-Верде. Также есть улица Андрес Суарес. Там она более-менее спокойная, тоже очень цыганская, поэтому тоже не очень. Как найти эти районы? И даже можно не знать, что за районы. Вот просто вы заходите на сайт Идеалиста, отбираете квартиры,
И в порядке, то есть с меньшей стоимостью до высокой. И самые первые квартиры, которые вам будут попадаться, именно эти районы, которые я сейчас назвала. Там еще есть некоторые подрайоны, вы там увидите. То есть чем дешевле квартира, тем это район самый неблагополучный. Но могу сказать, что в Малаге очень многое меняется, и с каждым годом, ну, то есть даже раньше некоторые районы, которые были неблагополучными, они становятся уже нормальными. То есть все со временем меняется. Надеюсь, когда-то и эти районы тоже преобразуются, и все будет хорошо. Но, в принципе, в каждом городе есть такие районы, просто нужно их знать и желательно там не гулять. Также многие, когда приезжают в Испанию, переезжают или приезжают как туристы, особенно зимой, спрашивают, реально какие тут холодные зимы, как вообще холодно в доме. Я уже специально снимала одно видео про то, какие зимы в Испании, как холодно и как мы обогреваемся дома. Посмотрите его обязательно перед этим, но кратко скажу. У меня адаптация к испанской зиме заняла 1 год. То есть вот первую зиму я перезимовала, и потом уже стало нормально. То ли зимы стали теплые, то ли просто я привыкла. И теперь реально, когда я, если приезжаю в Россию зимой, то для меня вот это отопление, оно чересчур, потому что, ну, очень горячие батареи, воздух очень сухой, и я уже привыкла к испанской зиме. Да, в квартирах прохладно, но если взять Малагу, то для меня это терпимо. То есть мы там вечером включить обогреватель, либо кондиционер, и мне хватает, и теплая пижама. Вот и все. Но если, конечно, жить где-нибудь в горах или там в Пуэбло, то есть дальше от моря, там климат более резкий, и там реально намного холоднее, чем в Малаге, то есть может перепад намного, то есть может 5 градусов меньше, то есть это значительно. И там, конечно, уже нужен хороший обогреватель, камин и все такое. Но в Малаге, я считаю, это не страшно, и зима достаточно мягкая. Также очень часто мне пишут в комментарии про языковую школу, то есть про которую я рассказывала. Это официальная школа языков в Малаге, Escuela Oficial de Idiomas. В каком возрасте туда можно поступать? Вообще в любом. Вы знали бы, в моей группе половина, даже больше половины, это европейские пенсионеры, которые переехали, учат язык, радуются жизни, им все нравится. Поэтому вообще абсолютно в любом возрасте. Также, если там какие-то другие языки, то, например, в Малаге 11 языков. То есть там можно учить не только испанский, можно и английский, французский, есть арабский, китайский, греческий, русский. Какой хотите, такой учите. Можете 2-3 языка. Сколько у вас есть времени свободного, столько и учите. Как я говорила, в этой школе ограниченное количество часов в неделю, и она не подходит для учебной визы. В Малаге, конечно же, есть очень много частных школ по изучению испанского языка, тот же Институт Сервантеса. Они, конечно, очень дорогие, но я вам рекомендовать ничего не буду, потому что я в них не училась. Это все вы можете найти в поиске в Google. Также для учебной визы можно же не только учить испанский язык, можно поступить просто в испанский университет и что-то окончить, и вам дадут испанскую визу на несколько лет. Тоже хороший способ. Ну, при условии, что вы, конечно, знаете испанский язык. А курсы, там, учебы на английском, мне кажется, есть только в Мадриде, скорее всего, в каких-то. Но это очень ограниченное количество университетов, поэтому нужно знать испанский на уровне B2, то есть уверенного среднего. И часто даже не проверяют уровень, то есть на ваше усмотрение, потому что никто вам скидку не будет делать. То есть вы будете учиться в универе, все будет преподавать на испанском, и скидку, что вы иностранец, такого не будет. То есть вы будете на равных вместе с испанцами учиться и сдавать экзамены. Одна девушка мне задала очень интересный вопрос, что значит слово «гуадаль». Потому что в Испании есть очень много рек, которые начинаются с этого слова. Например, в Малаге есть река Гуадаль-Медина, которая прямо в центре проходит. Также есть река Гуадаль-Орсе. И таких рек, ну, по всей Испании много, да даже по Андалусии. И это слово, оно вообще арабского происхождения. И ничего такого сложного оно себе не таит, просто переводится река. То есть получается река, то есть Медина, река Орсе и так далее. Также мне писали, правда ли, что в центре города сейчас ограничение скорости 30 км в час. Это на самом деле правда. Ввели это ограничение после пандемии, но только не на всех полосах, а самая первая полоса, на ней то, что предполагается, что будут ездить не только машины, а то, что преимущественно также велосипедисты, там могут самокаты, то есть, поэтому они ограничили скорость. Но на самом деле, на практике, сколько я видела,
чаще всего ездят машины, автобусы, велосипедистов не так много именно на дороге, и, конечно, это вызывает неудобства. Также меня спрашивали про испанскую медицину, про это, конечно же, нужно сделать отдельный ролик, но в общем скажу, есть бесплатные страховки, то есть государственные, и есть частные. Государственная страховка чем плоха? То, что там огромные очереди к врачам, и плюс к какому-то врачу специализированному, к тому же, не знаю, окулисту, лору, гинекологу, да кому угодно, вы только можете попасть после встречи с терапевтом. То есть вначале нужно дождаться своего сеанса с терапевтом, потом взять ситу к другому врачу, то есть это занимает время, особенно некоторых долго ждать, поэтому многие испанцы покупают частную страховку, примерно в месяц она выходит на обычного человека, взрослого, ну, где-то примерно 50 евро в месяц, и там вы можете по приложению записываться напрямую к любому специалисту, которому хотите. Но даже в частной страховке некоторых специалистов приходится ждать. Некоторым можно и на следующий день, а к некоторых тоже приходится ждать, но все равно намного быстрее. Также вы можете в любой момент сдать, какой хотите спектр анализов. Тут нет такого, то что как в России у нас огромное количество центров, где ты просто приходишь и сдаешь анализы. То есть тут все это в частных клиниках. И последний вопрос. Некоторые меня спрашивают, как меня найти в соцсетях, куда можно написать. Можно зайти на главную страницу моего канала и справа вверху ссылки на все соцсети. Также можно перейти на закладку о канале, и здесь указаны также все мои соцсети и почта для связи. И чуть ниже опуститься все ссылки, на которые можно нажать. Также в описании к каждому видео я оставляю ссылки на TikTok, Instagram и мой Telegram-канал. И также не забывайте про закладку сообщества. Здесь я делюсь актуальной информацией, а также провожу различные опросы и узнаю ваше мнение. Друзья, это были самые частые вопросы, которые мне задают. Конечно же, бывает много и частных, которых я отвечаю в комментариях в YouTube обязательно. И буду готовить новые видео. Надеюсь, я разрешила ваши сомнения, особенно о том, как арендовать квартиру в Малаге. Это просто топ-топ вопросов. Если вам понравилось это видео, мне было очень приятно с вами пообщаться. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, ставьте колокольчик, потому что будет много интересных видео, о которых я рассказала в моих планах раньше. И до встречи в следующем видео. Адьос, пока!